Я хочу в Астану, в эту удивительную столицу большого Казахстана. Этот город с каждым годом преображается в лучшую сторону. Сегодня он является магнитом для всего современного, комфортного, искреннего и настоящего. Я хочу смотреть на множество разных зданий с современной архитектурой. Я хочу чувствовать комфорт в благоустройстве этого города. Я хочу ощущать величие традиций предков Казахстана. Я мечтаю прогуляться по улицам Астаны, мимо величественных мечетей. Я хочу посетить прекрасные парки с зелеными аллеями. Я хочу гулять по оживленным бульварам, мимо вечно работающих бизнес-центров, мимо музеев с богатейшими экспонатами. Я хочу посещать театры, концертные залы с лучшими голосами этой страны. Я хочу заглянуть в каждое кафе, в каждый ресторан Астаны для того, чтобы попробовать абсолютно все блюда национальной кухни Казахстана. Я жажду ощущать душу этой столицы и влюбиться в этот город навсегда. Я хочу в Астану. Если бы я приехал в Астану, то однозначно я бы направился к мечети Нур-Астана, она же мечеть Насыр-аль-Фараби. Когда-то она являлась крупнейшей мечетью всей Центральной Азии. Это грандиозное сооружение поражает своими размерами. Ее главный купол возвышается на 43 метра, а минареты мечети достигают 62 метра в высоту. Общая площадь мечети составляет 4000 квадратных метра и вмещает в себя 5000 молящихся одновременно. Естественно, будучи в Астане, я бы первым делом направился к главной визитной карточке этого города. Это монумент Астана Байтерек. Кажется, что его видно из любой точки города. Выглядит это чудо просто потрясающе. Также Байтерек имеет очень важное символическое значение для всех казахов. Дело в том, что монумент основан на верованиях древних кочевников. В центре монумента находится священное дерево Байтерек. На вершине этого дерева светит солнце, яйцо, которое снесла мифическая птица Самрук. Но это еще не все. Согласно легенде, данное яйцо съедал дракон, который жил у подножия этого дерева. Тем самым он знаменовал смену дня и ночи, лета и зимы. Обожаю легенды разных стран, и казахи здесь очень постарались. Когда я буду в Астане, то обязательно посещу Хан Шатыр, крупнейший торгово-развлекательный комплекс, который внесен в книгу рекордов Гиннесса за то, что он является самым крупным в мире шатром. Его площадь 127 тысяч квадратных метров, а высота 150 метров. И это громадное сооружение находится в центре города. Ночью оно подсвечивается разными огнями. На территории шатра находятся магазины, кафе, рестораны, офисы, спортивные залы, даже аттракционы и круглогодичный пляж-курорт с тропическим климатом и мальдивским песком. Вау! Просто вау! Других слов у меня нет. Так как самые главные достопримечательности Астаны расположены рядом друг с другом, конечно же, я не смогу пройти мимо Дворца Мира и Согласия. В нем когда-то проходил съезд представителей мировых религий. Выглядит здание как большая пирамида, которую очень трудно не заметить. Естественно, я побываю во Дворце Независимости. Это современное здание из стекла и металла в форме трапеции. В этом здании проходят встречи политиков, экономические форумы, культурные мероприятия, концерты и выставки. Также в здании есть музей истории Астаны, несколько залов, кинотеатры и библиотека. Далее я бы направился в сторону еще одного современного здания. Дворец творчества Шабыт является одним из самых футуристических зданий Астаны. По форме здание напоминает миску или мыльницу. В нем расположился университет, занимающийся подготовкой будущих художников, музыкантов и актеров. Конечно же, я бы не смог пройти мимо монумента Казак-Ели, который переводится как «Страна казахов». Это один из главных символов города. Это высокая белоснежная колонна, которую венчает позолоченная скульптура птицы Самрук. Высота монумента 91 метр. Мечеть Хазрет Султан я также обязательно посещу. Это красивое здание с огромным куполом.
который является самым большим куполом в Казахстане. Высота купола 51 метр, а высота минаретов 77 метров. Когда-то она также являлась самой крупной мечетью Центральной Азии. Площадь мечети составляет 18 тысяч квадратных метров и вмещает в себя 10 тысяч молящихся. Национальный музей Республики Казахстан я также не прошел бы мимо. В его внешнем виде будто соединились прошлое и будущее. Это современная архитектура здания, которая прячет в своих стенах богатое прошлое страны. Далее я бы направился к президентской резиденции Аккорда. Это красивое здание с классическим и современным стилем. Венчает здание шпиль, на вершине которого можно заметить солнце и летящего орла. Это главные символы Казахстана, которые изображены на флаге страны. Конечно же, центральная мечеть Астаны также попала бы в мой список мест для посещения. Именно она теперь является самой крупной мечетью всей Центральной Азии. Это очень красивое здание с мужским и женским залом. Залы вмещают 30 тысяч и 5 тысяч человек, но на всей территории мечети одновременно могут находиться 235 тысяч человек. Помимо мечетей, в Астане также есть и православный храм – Успенский собор. Он имеет колокольню в 75 метров, которую видно издалека. Внутри собора все очень красиво, и я однозначно посетил бы его. Музей энергии будущего говорит нам о том, что в нем собрано все самое современное, инновационное, экологическое и космическое. Здесь вам расскажут и покажут, как могут выглядеть технологии будущего. Сам музей выполнен в форме шара, точнее в форме последней капли нефти, которую использует человечество, прежде чем полностью перейти к возобновляемым источникам энергии. Конечно, я бы не прошел мимо театра, оперы и балета Астана Опера. Это памятник архитектуры национального значения. Однако он соответствует абсолютно всем современным стандартам. В нем уникальная акустика и огромная сцена. В репертуаре театра классические и современные оперы, балеты и концерты. Также меня удивила внешность центрального концертного зала Казахстан. Это современный облик, символизирующий цветок в пустыне. Зал очень современный и умеет трансформироваться под разные мероприятия. Ну и куда же без цирка, друзья? В цирк Астаны я бы точно сходил. Здание цирка выполнено в форме летающей тарелки. Внутри здания есть манеж, гримерки, вольеры для животных, мастерские и даже небольшая гостиница для артистов. Хоть я и не влюблен на данный момент времени, но парк влюбленных посетил бы однозначно. Во-первых, мне нравится статуя тех самых влюбленных. Во-вторых, мне нравится, что здесь принято целоваться, признаваться в любви и делать предложения руки и сердца. Живописные аллеи с разными деревьями и цветами направят вас к большому фонтану в центре парка. А монументальное здание крупной нефтекомпании на заднем фоне точно вам запомнится. Конечно же, я бы не отказал себе в удовольствии пройтись по набережной реке Ишим. Это любимое место горожан для вечерних прогулок. Здесь есть общественное пространство, места для отдыха и фонтаны. Конечно же, я бы посетил местный стадион Астана-Арена. Он был построен для сборной команды Казахстана по футболу и местного клуба Астана. Вмещает стадион 30 тысяч болельщиков. Ну и напоследок я бы пошел смотреть на мост Атырау. Это современное и яркое сооружение, которое издалека похоже на что-то футуристическое и непонятное. То ли на скелет, то ли на что-то объемное. Но на самом деле мост символизирует цветочный орнамент. Это одна из самых красивых и современных построек города. Ну и, конечно же, я бы не смог пройти мимо местных жителей. Мне хочется подходить и общаться с ними обо всем. Мне хочется рассказать всю историю жизни и послушать их истории. Я хочу знать, как людям живется в этом красивом городе. Возможно, кто-то из вас именно из этого города. Напишите, откуда вы в комментариях под этим видео. Если вам правда понравился подобный выпуск и вы бы хотели посмотреть и на другие города с моей озвучкой, то дайте мне об этом знать с помощью ваших лайков и комментариев. Чтобы больше никогда не пропускать наши свежие видео, не забудьте подписаться на канал,
Азия Фильмс. Мира и любви в каждый дом. До встречи в новых видео, друзья!